Знаете, это чувство, когда смотришь на график и кажется, что это просто какой-то хаос. А что, если я скажу, что за каждым движением стоит четкий холодный алгоритм? Вот в этом разборе мы и попробуем взломать его код, понять его логику. Так что же это на самом деле? Хаос или все-таки алгоритм? Ну, концепция, о которой мы сегодня поговорим, как раз и говорит, что за всеми движениями цены стоит не случайность, а холодная расчетливая логика. Давайте-ка посмотрим, как она работает на практике. Итак, вот наш план. Чтобы понять эти правила игры, мы пройдемся по 5 ключевым пунктам. Сначала научимся читать код рынка, потом разберем главное правило, правило 50%. Посмотрим на дорожную карту цены, соберем все это в одну логическую цепочку и в конце концов попробуем мыслить как сам алгоритм. Хорошо, поехали. Раздел 1. Читаем код рынка. И тут, прежде чем мы вообще полезем в детали, нужно понять одну важную вещь. Мы меняем подход, мы уходим от догадок и переходим к чтению. Что это вообще значит? Вот, смотрите, ключевое слово здесь — намерение. Речь не о том, чтобы предсказать будущее. У нас нет хрустального шара, совсем нет. Вместо этого мы смотрим на то, что уже произошло, чтобы понять, что алгоритм планирует делать дальше. Это, знаете, как читать книгу. Каждая свеча — это слово, а все вместе они складываются в целую историю, в нарратив. Окей, если цена — это история, то у нее должен быть свой язык, свои правила грамматики, если хотите. И вот самое главное правило, та самая точка, где алгоритм принимает ключевые решения, это правило 50%. Давайте-ка разбираться, что это за зверь. Итак, первый термин — Consequential Encroachment, или сокращенно CE. Звучит сложно, но на деле все просто. Представьте на графике какой-то разрыв, гэп, например. Так вот, CE — это его точная середина, 50%. Для алгоритма это как линия фронта, пересечет цена ее или отступит. Именно реакция на этот уровень показывает нам, кто сейчас сильнее, быки или медведи. И есть еще один похожий инструмент — Mean Threshold, или MT. Логика абсолютно та же самая, только применяется он уже к свечным структурам, к ордер-блокам, например. Но по сути, и CE, и MT — это просто разные названия для одного и того же, для одного фундаментального принципа. Середина диапазона — это главный рубеж, ключевая точка. Хорошо, уровень 50% есть. Но как понять реакцию цены на него? И вот тут мы подходим к, возможно, самой важной идее всего этого разбора. Нужно научиться разделять то, что делают тела свечей, и то, что делают их тени. Это две большие разницы. Потому что тела, они рассказывают нам правдивую историю о намерениях. А тени? Тени — это просто шум, манипуляции, тот самый урон, который выносит стоп. Тени наносят урон, а тела рассказывают историю. Запомните эту фразу. Серьезно, это ключ ко всему. Она означает вот что. Быстрые проколы тенями, мы их почти игнорируем. Нас интересует только одно — где закрывается тело свечи. Потому что именно закрытие — это настоящее обязательство. Это подпись под контрактом, если хотите. И как это выглядит на практике? А вот как. Смотрите. Тень свечи. Она может легко пробить уровень 50%. Это нормально. Это просто тот самый урон, сбор ликвидности. Алгоритм как бы щупает почву. Но что происходит, если за этим уровнем закрывается именно тело свечи? А вот это уже совсем другое дело. Это сигнал. Это смена всего настроения. Это начало новой главы в истории, которую нам рассказывает рынок. Так, с правилом 50% разобрались. Теперь, когда мы знаем, насколько это важно, давайте посмотрим, как алгоритм использует этот уровень для навигации, для движения внутри ценового диапазона. Это, по сути, его дорожная карта, и все маршруты на ней уже проложены. Переходим к квадрантам. Представьте себе большой дневной имбаланс. Чтобы понять, что происходит внутри него, мы можем его просто нарезать на части. На 4 квадранта с отметками на 25, 50 и 75%. Это позволяет очень точно отслеживать, как алгоритм обрабатывает этот диапазон. Это работает почти как в компьютерной игре. Пока не пройдешь один уровень, доступ к следующему закрыт. Как только тело свечи уверенно закрывается выше уровня в 25%, алгоритм, так сказать, получает разрешение целиться в 50%. Закрылись выше 50%, открывается дорога к 75% и так далее. И вот отличная цитата на эту тему. Как только мы закрываемся выше Consequent Encroachment, алгоритму позволено идти за стороной покупки. Проще говоря, как только цена телом свечи уверенно преодолела вот эту середину, она получает, официальное разрешение двигаться дальше, к своей цели. Путь открыт.
Препятствий больше нет. И когда мы видим, как цена после пробоя, скажем, уровня 25%, откатывается к нему и использует его как трамплин для дальнейшего движения, это и есть та самая сигнатура под названием IODF. Это очень сильное подтверждение того, что цена намерена пройти весь диапазон насквозь. А что если после пробоя 50% цена делает откат? Куда она, скорее всего, придет? Очень часто именно на уровень 25%. И этот уровень становится поддержкой. Это как последняя проверка. Если цена отскакивает от него и идет дальше вверх, это мощнейшее подтверждение. Алгоритм серьезно настроен. Он собирается пройти весь диапазон до конца. Итак, мы с вами разобрали отдельные детали. Уровень 50%, квадранты, разницу между телами и тенями. Это все были кусочки пазла. А теперь самое интересное. Давайте соберем их все вместе. В единую логичную последовательность. В так называемую цепочку нарратива. Смотрите, как этот сценарий разворачивается шаг за шагом. Первое — удержание. Цена подходит к нашему ключевому уровню 50% и уважает его, отскакивает. Это фундамент. Второе — баланс. Рынок успокаивается, формируется сбалансированный диапазон. Третье — сдвиг. Происходят явные изменения в поведении цены. Что-то поменялось. И, наконец, четвертое — провал. Те уровни сопротивления, которые должны были остановить цену, просто пробиваются, как будто их и нет. Когда все эти 4 элемента складываются вместе, это очень сильный сигнал. И к чему это приводит? А вот к чему. Когда вся эта цепочка подтверждений выстроилась, алгоритм, можно сказать, набирает крейсерскую скорость. И все противоположные уровни, всякие там сопротивления или поддержки, для него становятся просто, как картонные стены. Он их прошибает без малейших усилий. По сути, алгоритм сам нам показывает, вот на эти уровни я даже смотреть не буду. Вот такая механика. Но знаете, что самое главное? Это не просто набор правил, это то, как все это меняет наше мышление. Мы переходим от попыток угадать к реальному чтению рынка. Давайте подведем итог и закрепим эту мысль. Так что же у нас в сухом остатке? Во-первых, рынок — это логичная, пошаговая доставка цены. Во-вторых, уровень 50% — это главный перекресток, где принимаются решения. В-третьих, тела свечей говорят правду, а тени — это просто шум. И в-четвертых, когда мы видим цепочку подтверждений, мы понимаем сценарий, и все это позволяет работать вместе с алгоритмом, понимать его, а не бороться с ним. Так что, может, пора перестать угадывать и искать какие-то случайные сигналы, и вместо этого начать читать ту историю, которую рынок рассказывает нам каждый день. Потому что именно этот переход от слепой реакции к глубокому пониманию и есть тот самый ключ, который по-настоящему меняет правила игры. Итак, на этом уроке мы узнали, да, что такое consequent encroachment, что такое mean threshold и как их связывать. Давайте еще раз быстренько пройдемся по каждому из них. Итак, consequent encroachment — это уровень 0,5 на всех видах гэпов, то есть на всех видах имбалансов. Это может быть FVG, это может быть инверсионный имбаланс, это может быть New Day Opening Gap, это может быть New Week Opening Gap, это может быть Volume Imbalance, то есть все виды имбалансов. Ровно 0,5 уровень обозначается CE, то есть Consequent Encroachment. И все виды блоков также на всех видах блоков 0,5 уровень он обозначается как Mean Threshold, то есть MT 0,5. Это важные уровни. Далее. Правила интерпретации тела против теней. То есть тени, надо понимать, тени — это всегда в основном это манипуляция, это сбор ликвидности. А истинные намерения нужно читать через тела свечей. Как они закрываются, где они закрываются телами. Это очень важно. Третий пункт — это метод квадрантов. То есть анализ по квадрантам. Квадранты можно использовать как в имбалансах, так и внутри дилинг рейнджей. В этом уроке я покажу метод использования по отношению к имбалансам, но вы также можете по этой же схеме использовать их внутри дилинг рейнджа, и вы сами увидите, как это все работает. Итак, имбалансы, если это уже на старшем таймфрейме, это BC либо CB, не имеет значения. Просто делим на 4 раздела, то есть на 4 квадранта,
и смотрим, как цена реагирует на эти уровни, на уровень 25, 50, 75. EOFET, то есть Institutional Order Flow Entry Drill, это самая сильная подсказка, один из алгоритмических признаков, когда цена касается уровня 25%, либо 75%, это уже надо смотреть, да, с какой стороны цена двигается. Вот. И если вы увидите на своем графике, что цена касается этого диапазона, но закрывается телом, не пробивая этот уровень, это сильный сигнал. И это говорит о том, что цена намерена дальше двигаться, и она не будет замечать на своем пути уровни сопротивления в качестве имбалансов либо ордер-блоков. Итак, давайте теперь пройдемся по примерам, как это все выглядит на графике. Так, алгоритмические признаки в ICT. Первое – Consequent Encroachment, CE, в имбалансе от 4 часов. Вот график, 4-часовой график. И здесь вот отмечен имбаланс 4-часовой. И мы видим, как тела свечей уважают этот массив и не закрываются ниже уровня 0,5, то есть CE. И как говорилось на уроке, манипуляция происходит через тени свечей, а тела, вот, они творят историю. Дальше идем. Это уже часовой таймфрейм, вот часовой имбаланс, и смотрите, как свечи прям четко уважают этот уровень. Ни одна свеча не закрывается телом выше 0,5, все они закрываются ниже. Это уже признак алгоритма, то есть читая, понимая эти сигналы, мы можем уже здесь прогнозировать, что цена намерена не идти вверх, а она намерена идти вниз в медвежьем направлении. И как мы видим, вот цена падает, но мы здесь встречаем еще одну зону сопротивления в виде часового имбаланса. Тут также цена уважает уже этот имбаланс. Как мы видим, телом мы закрываемся выше уровня 0,5. Опять часовой таймфрейм. И вот видите, что серия свечей, ни одна из них телом не закрывается ниже уровня. Это подсказка. Таким образом мы читаем алгоритм. Инверсионный имбаланс. Вот здесь выделен инверсионный имбаланс вот, на часовом таймфрейме. И опять то же самое. Мы тестируем уровень 0,5, но телом мы закрываемся гораздо выше. Это признак того, что цена здесь намерена двигаться дальше в лонговом направлении. Здесь 5-минутный таймфрейм, опять инверсионный имбаланс, его диапазон, и смотрите, как цена четко касается уровня 0,5, и после этого начинается падение и движение в сторону ликвидности. Вот оно. Эти признаки алгоритма, они фрактальны на всех таймфреймах, начиная от старших, кончая до младших таймфреймов. Везде все работает совершенно одинаково. Вот опять инверсионный имбаланс, опять на M5 таймфрейм, 5-минутка. Вот тут выделен диапазон, и смотрите, ни одна свеча не закрывается телом ниже. Это уже признак того, что цена не намерена понижаться ниже. То есть здесь есть сильный уровень поддержки, откуда цена отталкивается и начинает движение в сторону buy-сайда, buy-сайд ликвидности. Теперь то же самое происходит и в инвоках и эндогах, то есть New Week Opening Gap в открытии недели и открытиях дня. Это диапазон New Week Opening Gap, так, 24 ноября. Вот. И мы видим, смотрите, это 6-часовой таймфрейм, и смотрим, как ни одна свеча телом не закрывается ниже 0,5 уровня этого инвога. Это очень сильный признак. Уже 10 ноября, New Week Opening Gap, открытие, и смотрим, вот здесь 6-часовые свечи, и ни одна из них не смогла пробить телом уровень 0,5, Consequent Encroachment, диапазона недельного гэпа, и это после как раз-таки удержания цена упала.
стремительно. Затем цена опять поднимается на этот уровень. Здесь тестируем 0,5, но закрываемся гораздо ниже телом. И опять цена падает дальше. Также разрывы объема, то есть volume imbalance. То же самое. Вот у нас volume imbalance, 6-часовой таймфрейм. И как мы видим, тестируем ровно 0,5 CE уровень от этого имбаланса. И цена дальше продолжает движение вверх. Но прежде чем это движение началось, она упала, протестировала 0,5 уровень. Только после этого началось движение. То же самое теперь по отношению к блокам. Здесь отмечается rejection блок. Вот он, rejection блок. 0,5 уровень rejection блока. Это называется mean threshold, MT. И смотрим, это дневной таймфрейм. Смотрите, как цена уважает этот уровень и не закрывается телом. Фитили, да, но историю творят тела свечей, поэтому надо обращать внимание только на тела в основном. И тут вот первая свеча медвежья, она телом не смогла пробить. Это уже здесь можно было прочесть этот сигнал, зная это все, и искать входы уже в лонговом направлении на младших таймфреймах здесь. Здесь уже 4-часовой таймфрейм, вот rejection блок от 4 часов, и смотрим, как опять-таки свечи, то есть цена реагирует на этот диапазон. Вот опять 0,5 уровень, и отсюда цена уже начинает движение по отношению к buy-side ликвидности. Ордер блок. То же самое. Ордер блоки 0,5 уровень ордер блоков, это mean threshold, то есть 0,5 уровень. И вот смотрите, цена возвращается в премиум. Здесь свечи начинают реагировать на этот диапазон. Они все закрываются гораздо ниже. Зная эту информацию, мы могли бы здесь уже искать движение по отношению к sell-side ликвидности. И мы видим, вот цена падает, достигает опять здесь 4-часового имбаланса, получает реакцию, отталкивается от нее, поднимается опять на этот уровень ордер блока и падает уже ниже в дискаунт. Это опять 4-часовой таймфрейм. Серия бычьих свечей, а это тоже на старшем фрейме, это является уже одним ордер блоком. Так что можно брать эти диапазоны тоже в качестве ордер блока. И вот мы видим серия бычьих свечей, 0,5 уровень, ни одна свеча не закрывается, но цена реагирует именно вот на, то есть mean threshold 0,5 уровень этого ордер блока и падает в сторону sell-side ликвидности. Брейкер блоки. Брейкер тоже один из видов блоков. То же самое происходит и здесь. Отмечаем диапазон брейкер блока и смотрим, как цена реагирует на это. Вот смотрите, как только телом мы пробиваем 0,5 уровень, вот здесь закрываемся телом, дальше цена поднимается, затем возвращается, опять тестирует этот 0,5 уровень, но уже здесь признаки, сигналы дают сами свечи, они все закрываются над уровнем 0,5. Вот тут самый идеальный момент входа в лонговом направлении, когда у вас есть вот уже явная buy-side ликвидность. Здесь еще один вид брейкер блока. Вот брейкер, это 15-минутный таймфрейм. Отмечаем диапазон этого брейкер блока и смотрим, как цена реагирует. Вот цена приходит первый раз, тестирует, второй раз приходит, но телом каждый раз закрываемся ниже этого уровня. Это уже сигнал, то, что здесь алгоритм намерен не идти вверх за buy-side ликвидностью, а наоборот, он намерен здесь идти вниз за sell-side ликвидностью. Таким образом, мы читаем ценовое движение, график. Таким образом, мы читаем признаки алгоритма. Итак, мы сейчас узнали, как это все выглядит, да, на графике. Теперь, как это использовать в нашем анализе, да? Как мы знаем, каждый анализ должен начинаться со старших таймфреймов. Поэтому все это мы сначала используем на старшем таймфрейме. Я переключаюсь на дневной таймфрейм. Это у нас инструмент NASDAQ. Вот последняя, самая
последнее ценовое движение, я не буду возвращаться в историю, я покажу вот из всего то, что сейчас у нас на графике. Вот у нас здесь rejection блок от дневного таймфрейма. Вот. И смотрите, как цена реагировала на него. Сделаем вот так. Вот. Mean threshold. И эта свеча закрывается как раз-таки над уровнем 0,5. Уже здесь дается признак. Когда мы видим такое, что мы должны делать? Мы должны переключаться на младший таймфрейм и там уже смотреть слом структуры. Что происходит на младшем таймфрейме у нас? Смотрите. Вот последняя, вот она, последняя медвежья свеча. Это у нас будет ордер блоком. И мы опять определяем диапазон этого ордер блока. И как только свечи начнут закрываться над уровнем 0,5 от этого ордер блока на часовом таймфрейме, это будет признаком того, что алгоритм уже подтверждает свое намерение двигаться в лонговом направлении. Смотрите, вот уровень 0,5. Здесь свечи пока закрылись ниже, но после, вот как только вот здесь забрали или манипуляционное движение было фитилем, и они начинают закрываться над этим уровнем, вот тут у вас есть хорошая возможность зайти в лонговые позиции, потому что здесь уже сам алгоритм подтверждает это. Далее, инверсионный имбаланс. Вот у нас здесь инверсионный имбаланс на часовом таймфрейме. Как мы работаем внутри, то есть с инверсионным имбалансом? Здесь мы уже подключаем квадранты. Помните с этого урока? Мы делим ровно на 4 части диапазон этого инверсионного имбаланса и смотрим, как цена будет реагировать на уровни квадрантов. Вот тут сначала 0,5 уровень пробивается импульсивно, да, цена показывает свое намерение, что она настроена серьезно двигаться в лонговом направлении. Затем мы падаем, и вот уровень 0,25. 0,25. Как раз это уровень, о котором мы говорили на уроке. То есть вот это уровень 25. IOFIT, то есть Institutional Order Flow Entry Drill. Это сильный сигнал, сильный признак алгоритма. Как только вы увидите то, что цена начинает уважать этот диапазон, можно смело опять-таки здесь искать входы в лонговом направлении. Если вы видите то, что у вас есть очевидная ликвидность, допустим, вот этот swing high, можно уже смело таргетироваться. То есть у вас уже есть зона ликвидности, вам здесь уже подсказывает сам алгоритм, что он намерен двигаться в лонговом направлении. И остается что делать? Искать на младшем таймфрейме здесь позицию для входа. Далее, смотрите, это уже Invoke, New Week Opening Gap. Мы видим, что здесь вот разрыв. И вот как цена здесь опять реагирует. Вот часовой таймфрейм. Как закрываются здесь свечи? Ни одна из свечей не закрылась телом ниже. Это опять подсказка. Разберем вот это движение, вот это шортовое движение, где цена двигалась к sell-side ликвидности. Вот это движение разберем. Каждый из них. С чего оно началось? Да, это часовой таймфрейм, алгоритм движения. Вот у нас часовой rejection блок. И опять здесь свечи закрываются ниже телом. Здесь подсказка. Уже первая подсказка пошла. Вот эта свеча будет, наш диапазон, который мы отметили. И можем здесь на 4-часовом таймфрейме посмотреть, как здесь цена реагирует. Здесь даже цена не смогла близко подойти к этому уровню 0,5. Все свечи, они закрылись ниже. Перейдем опять на час. Вот у нас первый гэп, часовой гэп. Смотрим, как здесь цена, алгоритм, какие подсказки она нам давала. Вот FVG от часового таймфрейма. И смотрим, вот наш уровень 0.25, тот самый.
И что делает цена? Тестирует этот уровень и падает, падает. Здесь мы формируем еще один гэп часовой. Опять я его отмечу. Вот его уровень 0,5. Опять цена тестирует этот уровень и падает. Но мы здесь не смогли пробить этот sell side. Затем, что делает цена? Возвращается опять в диапазон этого часового таймфрейма, но смотрим внимательно. Вот уровень 0,5 CE. И что делает свеча? Делает манипуляцию, забирает ликвидность, вот эту, и закрывается телом ниже. Это признак уже того, что цена намерена продолжить свое шортовое движение. Внутри этого движения цена опять формирует часовой имбаланс у нас. Вот он. Вот часовой опять у нас имбаланс. Что делает цена? Вы сами видите. Тестирует уровень 0,5. Это сильный сигнал. Здесь на младшем таймфрейме на М1, либо на М5, либо на М3 можно было бы посмотреть вход, поймать это движение с таргетом на sell-side ликвидность. Первая очевидная ликвидность была бы у нас. Эта ликвидность была бы. Вот она. Вот эта ликвидность была бы на М3, если мы зашли бы здесь. Таким вот образом мы читаем признаки, подсказки алгоритма, куда он хочет двигаться. Это и есть алгоритмические признаки. Если вам урок понравился, если вы извлекли полезное для себя, то я прошу от вас лайков, комментариев, отзывов по поводу этого урока. Дальше будет еще серия, вторая часть алгоритмических признаков, сигнатур, вторая часть. А после них я планирую выпуск серии уроков по поводу ICT Entry Models, то есть сетапы. Там буду разбирать 19 видов моделей входа. И я думаю, для вас это будет полезно, интересно. Там уже будем разбирать, как нам нужно уже пользоваться, то есть работать на младших таймфреймах, как нам входить в позицию, куда нам ставить стоп-лоссы и куда таргетироваться. То есть если мы здесь сейчас узнали, как понимать алгоритм, как читать его направление, то на следующих уже выпусках я буду разбирать, как нам нужно качественно пользоваться этими моментами и ловить эти движения. Спасибо всем за внимание. Лайки, подписки приветствуются. А те, кто хочет еще глубже, детальнее понимать структуру рынка, движений, саму природу алгоритма, я приглашаю на свой курс обучения. Там это все будет уже в гораздо масштабном, в гораздо углубленном варианте проходить. И вы по окончанию курса уже будете понимать, читать алгоритм как азбуку. Всего доброго, до свидания, ребята. Еще один момент, ребята. К этому уроку прилагается PDF-методичка, вот она, где все детально объясняется, показывается. Кто хочет получить эту PDF-методичку, пишите в комментариях слово «алго» либо ICT-алго. Всем, кто напишет, я с ними поделюсь ссылкой к этому документу.